зрителей нашего канала со всего мира. В этом видео мы вместе с вами посмотрим вторую часть международной выставки Комтранс 2023, посвященной грузовой технике. В предыдущем видео мы посмотрели автомобили, которые находились на улице. В этой же части мы посмотрим автомобили, которые находятся внутри павильонов. Друзья, оставляйте комментарии, что вы думаете по этому поводу, какие машины вам понравились больше всего, и всем приятного просмотра. Заранее благодарю вас за ваши лайки и отдельное спасибо тем, кто подписан на наш канал. Поехали! Ой-ой-ой, это что такое? 580. Я сначала прочитаю, чего это? Фотон Galaxy. Не понял, что значит 6 литров дизельный двигатель. 6-цилиндровый. Каменс. ZF. Смотрите, как круто смотрится данный автомобиль спереди. Футуристично, что-то новенькое. Посмотрим. Также он выглядит внутри, привлекает внимание к себе, как и снаружи, или нет. Смотрите, сразу подсветочка ручки, открывание дверей. Пластик, здесь мягкая кожа какая-то или кожезаменитель. Погнали внутрь. Кнопки на руле бросаются в глаза. Управление круизом. Прям четко. Телефон. Звук, переключение, меню. Ручник наконец-то сделали электронный. Селектор переключения передач. Смотри, все подсвечивается красиво. Нормальные кнопки, красивые. Мультимедийный монитор, панель приборов, подрулевые лепестки переключения передач. Тоже? Да. В спорт режиме. Это теперь Фотон Даймлер, а не Ауман Даймлер. Слушай, выглядит прям Выглядит даже очень-то и ничего. как кнопочка нажимается. Такая есть крутелочки. Плотненько. Тактильное ощущение кнопочек на самом деле так себе. Уже интуитивно понятные не качельки, а совсем как в легковых машинах. Подстаканник крепится с бычками. О! Чистая. Прошу заметить, бычков нет. Смотри, вешалка. Так Опа. удивительно. Оп, спрятал. Оп. Ух ты! Вот это вот, кстати, очень удобная штука. Прям без нее бы этот машина, блин, даже не знаю. Руль. Что мне очень нравится вот в этих фотонах. Не отскочила. Очень тоненький руль. Прям вот вообще тоненький. Как у легкового автомобиля. Даже тоньше. Слушай, я только не понимаю, чего тут нету этих самых. Оно очень туго открывается, то есть ты... А если сломается ручка, по крайней мере, он не будет сам по себе Болтаться. открываться. Да, все. Здесь ручка, вешалка. Также громадный спальник, особенно в центральной части. Я просто, не знаю, тут по-нормальному можно лечь и троем. Втроем, наверное, это будет уже проблемно. И, кстати, вот опять боковая поддержка развитая спины. То есть в сиденье сидишь и отдыхаешь. Отдельная кнопка установки на ручник прицепа. Без установки на ручник всего состава. Прикольно. Климат-контроль. Блин, ну мне нравится. Я бы, если Но был... почему-то нет обогрева заднего стекла. Зачем? Ну как, а если оно замерзнет? Похукаешь? Вот, да. Интересный момент, из машины выбраться невозможно. Эта вот штука вызывает ряд вопросов. На самом деле, даже просто вот ложишь руку, и она закрывается. Ну да. Вот это что интересно?
Или А, это заготовка? Заготовка? Это заготовка под камеры. Здесь уже коврики. Не вот эта вот мягкая фигня. Ящик. Ну, холодос дополнительно со сканией поставишь. У нас на разборке продаются. USB-шка. Розетка, прикуриватель. Все, смотрите, снизу подсветочка. Да, вообще приятно. Опа, Африка. Опа. А вот это вообще удобная штука, потому что даже можно перекусить. Да, это блогеры контент пилить. Вот это, точно. вот это должно открываться. И вот. Оп, назад, назад. И здесь две розеточки. Ну да, жарковато. Пошли дальше. Ну, ко всему сейчас подойдем. Постоянный победитель ралли Дакар и других. Давай посмотрим. Основные характеристики данного автомобиля. Двигатель. Двигатель. Исузовский. Или что? Я не знаю. 770, 1150 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая, ZTR, не российская. Подвеска зависимая рессорная. Монорестовая рессора, газонаполненная индукторная. Нормальный автомобиль. Но мне почему-то, я не знаю почему, мне предыдущая версия данного автомобиля в той кабине побольше нравилась. Смотри, камера. Смотри, что там в салоне. Закрыто. Пускаю. Вот там интересно. Здесь запасное колесо. Такая вот подвеска. Мощная. С газонаполненными амортизаторами. Вот, сзади. Что там внутри, я не вижу. Кто хочет, кстати, посмотреть предыдущую версию КамАЗа такого, с прошлой выставки у меня все видео есть, какие были машины, можно посмотреть. Там усиленный каркас, тут вообще просто конструктор серьезный. КамАЗ, я говорил, первый беспилотный. Пройдено 60. Чего? Пройдено 60. Сейчас же как раз это... Представили это, презентацию. Нас сюда не пустят, да? Они в него не пускают. Почему? Пошли в обычного залезем. Слушай, хороший автомобиль, я не знаю. Это мы были в самосвале. Сейчас я залезу. Сидельный тягач. Покажу вам изнутри. Кому интересно. Мой коллега. Ох, что тут за планшет такой? Так, ладно, начнем с пассажирского. Ну, если сравнивать данный автомобиль с китайцами, этот круче. Невзирая на то, что это КамАЗ. Здесь что? Ой, здесь холодос, походу. Есть рука. Здесь у нас холодильник и вещевой ящик. Два спальника. Спальники не такие, как на китайцах, конечно, но здесь тоже достаточно комфортно будет спать. Здесь есть ящичек.
И, Слушай, а здесь пластик поприятнее. Вот я тебе хочу сказать, поприятнее, чем в китайцах. и есть 12 вольт, то есть встроенный преобразователь. И 24. Ты смотри, какой И планшет. бесконтактная оплата. И Type-C есть. И даже камера. Ты что камера? Что Это контроль за водителем. Смотри планшет какой. Полноценный мультируль. Полноценный. С навигацией, со всеми делами. Это, блин, вообще просто круче всех китайцев вместе взятых. Ага, кнопка старт-стоп. Также все приборы стоят у нас впереди, датчики. Блин, мне интересно, этот планшет во весь экран или нет? Или он будет обрезанный где-то? Целиком. Рамка Я говорю, именно работать он будет. Да, вон рамка наш просвечивается. Нормально, можно в телек смотреть. Я думаю, пока идет выставка, они тебе не дадут его здесь завести в помещение. Вот дурацких этих ручек, блин, ручника, этих, блин, совдеповского образца. Вон, электронный ручник. Всё. Ну, ручки не как в Мерседесе, конечно, но и стоит он не как Мерседес. Не, ну такие, то есть, ну, пластик Лучше, такой. чем у какой-нибудь Scania, блин. Комфортно. Динамика. Акустика вполне неплохая. Здесь цвет прикольный, но камера сейчас не передает. Он такой коричневый. Дорогой. И на ощупь такой очень приятный. Кстати, да. Я добавлю, что в ближайшее время ждите от нас информации касательно дороги 112, мы сделали некие Двери закрываются приятненько. Прошу заметить, 560 лошадиных сил. А что за мотор? 950. Тоже КамАЗовский? КамАЗ, Евро 5. А, R6 вообще. 160 км. Это вообще что-то с чем-то. Его даже там на стенде нет. Вопрос цены этого. Вопрос цены. Ну, есть цену. Цену посмотрим попозже. Это выставочный бренд. Нет, это не выставочный. Янз. Хромированный маховик, смотрите, какой красивый. Может сказать, что он светится? Я думаю, да? ЯМЗ. Трубки все. Видишь, как люди подходят к сборке мотора? Ну, конечно же, это выставочные экземпляры, поэтому все эти подсветочки и хромированные детали, трубки и все остальное, по факту их, конечно же, не будет. Удачи и 6 выходов. Друзья, перемещаемся на стенд Шахман. Я думаю, сбоку мне он лично напоминает Mercedes Actros MP5. Не знаю, как вам. Может, кому-то по-другому. Странно, что Шахман, А? Шахман похож на Мерседес. Ман похож на Мерседес. Смотрите, тоже интересно выглядит. Достаточно. Такие вот фары красивые. Спойлера боковые. Выглядит интересно. Давайте смотреть, что внутри. Смотрите, зеркала заднего вида, как на Мерседесах. Планшеты будут. Ручки похожи на мерседесовские. Охо-хо. Эдуард Альбертович. Посмотрите на это чудо техники. Пассажирское сиденье с вентиляцией, с подогревом, с поддержками, регулировками всеми возможными. Подожди, сейчас я к тебе заберусь, друг мой дорогой. Нет зеркал. Зеркала отказал, что планшет висит. Так,
Ручка похожа на Мерседес. Так, давай с твоего водительского кресла посмотрим. Ну, первое, что залазишь, очень неудобно, это вот эти вот поручни. Они пустые внутри. Металл просто обтянутый кожей, без какого-то умягчителя, без чего-то. То есть тактильно вообще даже больно. Слушай, а тебе не мешает вот это вот зеркало, если ты в дороге прямо смотришь? Нет. Оно не большеватое? Немножко перегораживает, конечно, вот эта вот часть, край. Что, в принципе, по новому законодательству с 1 сентября уже как бы запрещено. Для чего-то отсоединили возможность запуска. Чтоб ты не заводил и не уехал отсюда на нем. Может, тебе так понравится, что ты решишь сразу дергать на нем. О, ну заводится. Вау. Песня. Вполне даже таки даже и да. Трансмиссия работает при низком давлении. Здесь электропереключение передач. Под рулевой. Драйв. Смотри, куда ручник. Ручник электронный, но его перенесли все равно, чтобы ты по привычке лез сюда, не на панели. Ну, причем для этого он никак не выступает и очень удобно. Это перевод в аварийное включение передач, как в Мерседесах, кстати. Так у них такая тема была. Удобная панель, не надо, как Рома там любит или другие люди, Деревянные. деревянные эти дополнительные вещи ставить. Все, сразу все продумано, сразу поставили прямую панель. Документация. Вот это интересно, что тут будет документация. Это что, подогрев бака? Нет, Там. подогрев топлива, да. О, документация. Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию. Все, можно не звонить никому, не спрашивать и не лезть. Даже не надо в интернете париться искать, вот она вся есть. Кстати, очень гениальное решение, да? То есть они на планшет сразу зарядили полностью всю инструкцию по эксплуатации автомобиля. Что, для чего, как, зачем, почему. Такие вместительные рундуки. Опять же, наверное, на всех машинах уже стоят эти вот датчики. Как он правильно называется? Радар. Радар? Радар. На всех машинах уже эти радары стоят. Это и полосу, контроль полосы, и расстояние между Адаптивный круиз-контроль. Адаптивный круиз. Все. Даже система давления в шинах. О, вот. Приятно. Температура и давление в каждом колесе. Удобно. Ну, к водителю, в сторону водителя ящичек отодвигается. Опа. Вот эти переключалки такие, ну, не совсем сказать, что приятные. О, тоже. Довольно интересно. Последнее техническое, предыдущее техническое обслуживание было 1 января 2010 года. То есть у них с 2010 года он уже стоит. Только сейчас выкатили. Тоже столик. Работаем, может, там Видите? ноутбук. Номер Или ошибки, покушать. и он даже найдет. Смотри, код неисправности на приборной панели. Поиск неисправности. Видите SPN, FIN. Нажмите поиск. Вообще гениально. Ну, Ого. даже диагностика уже с большего здесь вся есть. Огромный холодильник. Ну, холодильник, да. Как у тебя дома. У меня побольше. О, можно, это даже можно было бы. Слушай, как зеркала они двигаются? Что? Просто. Ну как, он просто поворачивается? А, ну не поворачивается, но он такой едет. А, так тебе же, ну, в твою сторону, не в мою. То сейчас наворочаем. По планшету себе купим. Трутся. Вот эта вот часть, она как бы туда сзади подальше видит, а вот эта часть Ага. поближе. Все, жарко, пошли. Пошли. Мне нормально. Нормально.
одиночка, шахман. И что? Будем сравнивать? После того, как посидел в китайских, отечественных автомобилях. Это что же сам Да? девушек выигрывает. Они не выигрываются. Они высокие, вот смотри, какие. Нет, сфоткали следующий, да? Нет. Фэн. Именно такой купил наш знакомый. Пока свободно. Мы внутрь заскочим. Так. Ой, да, как замшевое сиденье. Итак. Такого автомобиля я еще не видел. А у Сказал, нас уже что... такие были на ремонте. Да? Что ремонтируют? Ну, по большому счету, диагностика. Ошибки. Ну, тут на самом деле все очень интересно. Здесь прямо на двери написано, что делать, если загорается та либо иная ошибка. Угу. Поэтому все управление здесь, бортовым компьютером, то есть полноценное, все здесь. Да, диагностика на нем работает. Если что, диагностическое оборудование под такие автомобили можем предложить, Да. в том числе. Здесь пепелки Да. на двоих. Ну, в принципе, довольно лаконичный дизайн. Большой. Но все при этом Проник. есть камера 360 в круг. Не китайская какая-то там экранчик там непонятно. Слушай, что он под наклоном? Что? Экранчик. Чтоб удобно было. Ты думаешь, что удобно? А вот даже если скажу, что вот сидишь, да, и видно. Посмотрите. Интересно, еще ни в одном так не видел. Экран реально под наклоном стоит. Получается. Развернут. Ну, Так, камера прямо. Не очень, понимаю, очень, для чего очень, это. очень даже удобно на самом деле. Меня потому бесит. что я уже даже успел прокатиться на таком. Деловые линии закупились. Да? Да. Ну, я общался с водителями, водители все в восторге, блин, ну, то есть он мягкий, удобный, то есть он реально, ну, понятно, что сейчас у всех стоит это поддержание полосы и всего прочего. Вот единственное, что вот эта вот тема очень непонятно расположена, то есть когда ты перелазишь с водительского сиденья даже вот на спальник, да, то есть Да. большая вероятность его отломать. У него, как понимаете, у него нету здесь никакого крепления снизу, он просто прикреплен к Ну, сиденью. он со временем даже будет расшатываться. И, по чуть-чуть. собственно говоря, уже приходил, то есть уже есть мысли, то есть переставить его вот сюда, назад. Чуть-чуть другое место. Блин, ну спальники они, конечно, шикарно лупят. Спальники очень удобные. О, вот здесь ручки, как на Мерседесе. Или как на Скане. Петли, как в обычной кухонной. Посмотри. Вообще, даже можно от кухни от какой-нибудь петлю взять, прикрутить, и даже не заметишь разницы. Вот. Так на самом-то деле, как бы, вдоль и поперек. Программируется, что угодно делается. Итан коробка. Че? Итан. Блин, ну вот просто вот это вот кабина Volvo интересная. Подожди, это чего? Ну пошли назад вернемся, чтобы потом не возвращаться. Это даун. Так, подходим мы к стенду Ситрак. Я их вижу на дорогах общего пользования намного чаще, чем другие автомобили из китайской линейки. Почему-то. И все они. C7A. Да? Ну тогда давай я к тебе зайду. Ручки как в немецком автомобиле MAN.
TGX. Но внутри уже все чуть-чуть другое. Не чуть-чуть, а совсем другое. Что мы имеем? Непонятного вида. Да, кнопки какие-то интересные. Мне интересно. Управление бортовым компьютером. Савдеповская крутелка. На руле управление громкостью и круизом. Больше ничего нет. Панель. Как мы видим, цифровая, ну то есть аналоговая панель со стрелкой. Маленький бортовой компьютер. Ручка переключения передач. Механика полноценная, все дела. Ну, я тебе хочу сказать, что мне как-то не визуально мне почему-то эти панели не нравятся. Ну, форма, не вид как-то. На вкус и цвет товарища нет. Многие тебе сейчас в комментариях наговорят, что ни о чем это мы с тобой. Но мне, честно, не очень. Два спальника. Если Люк. взять технологичное решение вот в тех же фотонах, Дангфенгах и прочих автомобилях, ну, даже по оформлению интерьера на шаг вперед. В этом сидельнике точно так же будет, да? Там, смотри, Там через небольшое отличие будет. А, там он на автомате, он уже... Все-таки нам освободили, заскакивай. Опа. Так, это мы были в 6... А, и здесь 6.4. Отличаются? Нет. Нет? Тут только коробка. Внешне от Мана он отличается только бампером, фарами, капоткой, решеткой, капотом, решеткой. Так больших отличий нет. Просто их так хвалили. Он так только хвалили. снаружи похож на Ман. Ну, причем вплоть до того, что ручка мановская, все красиво, даже похоже. Коробка Тракстон. ZF-овская коробка, этот Траксон. Рама почему-то серенького такого цвета. Ну, какая красивая. Смотри. Красиво же, да? Что-то уже новое в мире Это тот же грузовиков. самый Photon Galaxy. Ну тогда, но только он какой-то высокий. Смотри, контраст 0 от вас. Global Track Sense. Подожди. Саня. Что за Саня? Автомобиль Сани. Про такое, если честно, ничего не слышал. Сбоку не знаю, что он напоминает. Сейчас посмотрим, что внутри данного экземпляра. Дверные карты кожи или кожзам, не знаю. Ого, это что за Тесла мобиль? Значок Мерседеса практически. Смотри, какие интересные, что пальцы у тебя не скользили. Цен, к сожалению, друзья, нету цен. Можно бы... Ой, а это что такое? Это что за технологическое решение верхнего бардачка? Чтоб сразу все? Ой, ну не знаю. Вот такую штуку я себе ставил на шкаф. Причем у меня такая вот и есть на шкафу закрывашка. Вот это я не понимаю, для чего это сделали. Почему один? Сэкономили на амортизаторах или что? Здесь, по крайней мере, хоть какую-то защиту поставить декоративную. Руль двухцветный. Селектор переключения передач. Скорее всего, это просто взяли какого-нибудь того же Фотона или чего-нибудь в этом духе. Шакмана, Фотона, и просто сами что-то в нем доработали. Вот всё. Потому что коврики тут не родные, это какая-то дополнительная тема. Стены обшиты красиво. И колхозные. Здесь от какого-то устройства отстались. Технологические отверстия.
На Audi что-то похоже на новые эти. У них такие длинные. Чё там? И еще одна Volvo. Scania, Volvo была. Запрещенка. Конечно, без В сравнении с китайцами? Ну, конечно. Но она и стоит в 2 раза дороже. Если не в 3? Так, друзья, и... Так, давайте теперь вспомним Европу после китайских веков. Здесь мне тесновато. Ну, конечно, качество посерьезнее всех материалов. Это Volvo. Флагманский автомобиль. Видишь, у них четко все сделано. Резиночки, что-то. Ручки все, пластик, прорезиненные ручки. Все открывается, все работает четко. Но здесь мне как-то на самом деле по сравнению с китайцами маловато места. Спальник меньше. И вот здесь как-то пространство тоже меньше. Ладно, пойдем дальше. Европу мы знаем. Итак. Я его ищу, а он что там рассматривает? DAF J7. Что? DAF J7. Это DAF нового поколения, последнего. Ой, здесь сразу какой-то проем самый большой, кажется, дверной. И кабина кажется крайне широкой. Ну давайте залезем. У нас еще таких не было. На обслуживание этого автомобиля что вы можете предложить? Но вы же даже не сбросите ошибки безопасности. Ой-ой-ой. То есть он станет в аварию, у него 25 км в час, и вы не поможете. Но их нет в России. Их нет в России. Уже обращались в ваш сервис, не сбрасывали. А кто? Но, к сожалению, не. Слушайте, ну это прям выглядит мега комфортно, мега просторно. Мега просторно, мега комфортно. Супер качественно. Здесь место можно танцевать на самом деле. При том, что очень большая плоская приборная панель вот эта. Сиденье очень комфортное, спальники громадные просто. Крутой автомобиль. Крутой. Ой, ёпта. Ты чё разругался там? Ты чё там разругался? Да, собственно говоря, вот продажа автомобиля, да, говорю, ну вот элементарно, у них есть проблема, он становится в аварию при возникновении ошибки. И сбросить этот аварийный режим в России невозможно. Я задал вопрос, вы сбрасываете? Да, сбрасываем. Говорю, интересно, каким образом? Ну, мы это самое, и все, и начали пункт. А никто не сбрасывает в Российской Федерации, только онлайн. А ну скажи, какой внутри комфортный? Опа. Просто, бля, я пока что комфортнее я еще этого самого тягача не видел. Место просто офигеть. И у пассажира, и у водителя, и... Но, к сожалению, блин, Ну, оно ты будешь сбоку даже, просто- смотри, какая кабина. Ты просто будешь удобно стоять. Думаешь? Уверен. Минский автомобильный завод. Республика Беларусь. Колос. Это колосс. Смотрите только на эту расцветку.
прошлый раз у Ромы были вопросы к покраске автомобиля, который был на выставке. Там был вроде бы масс-простор. Рома, если ты смотришь это видео, посмотри на это. Ну, открывая кабину, мы видим все как всегда. Но это же МАЗ, подожди. МАЗ не может быть Мерседесом. МАЗ это про надежность. Уху-ху. Ну, я думаю, все равно уже к этому времени можно что-то, какие-то новшества привнести, изменить вот эти вот ручки, дверные карты. Ой. И этот селектор мерсовский, как на легковушке. Охо. Простота – залог успеха. Гидромеханический автомат. Так у него этот селектор такой стоит от гидромеханики. Вы залезьте, посмотрите сейчас. Не знаю, сколько он стоит, в отличие от... Все надо будет посмотреть. В отличие от аналогов китайских, там, КамАЗов. Но думаю, что он будет дешевле и надежнее. Ты посмотри, где ключ, интересно, сделали зажигание. А он у всех МАЗов вот тут посередине, под рулевой колонкой. Это удобно? Нет, категорически нет. Но с другой стороны, ты левша или правша, ты любой рукой все равно заводишь, без проблем. Ну вот, все, что здесь крутого, это панель прибора. Кнопки без изменений. Они тут не морочились, блин. Интересное решение по поводу люка. Автомат. Гидромеханический автомат. Элисон. Интересно, интересно. А как его закрывать? А. Нет, это родной мазик. Я не знаю, где тут ручка, подожди. О, ручка крайняя. Где тут ручка? Что-то неудобно. Ее запихнули. У всех она здесь, а она здесь, вот здесь. Где мой коллега, напарник? Зубр, символ Беларуси. Белшина. Белорусский завод по производству шин. Металлические трубки. Можете прокомментировать этот момент? Нет, ну развиваемся, конечно. Скоро достигнем уровня европейцев. Так, это был самосвал, а сейчас мы посмотрим сидельный тягач. МАЗ. Есть ли там изменения? Ну, ручки уже другие. О, здесь уже дверные карты нового образца. Самосвальная техника, конечно, всегда немного проще. Но сидельные тягачи намного комфортнее. Так. Электронная приборная панель, мультируль, подрулевой переключатель, селектор коробки переключения передач. О, со вспышкой покруче. Ручник, автономка. Интересно, что здесь за датчики стоят и что здесь работает. Динамики.
Вау! Ага, смотри. Ну, тут саморезики уже можно начать прятать, конечно. Слушай, на железную, что ли? Можно было бы сделать более встроенным, а не отдельным блоком тут. Ну, кнопки поменяли. USB сделали. О, вот это крутяк. Тут они уже, конечно, да, шагнули вперед. Магнитола. Китайцы. Ну, и вот эта вот ручка ручника, расположенная прямо под коленкой, это просто трэш. Ну, я думаю, нет, да, упираешься, если на педаль газа нажимаешь. И почему полностью не вырезать это отверстие? Эстетика. Спальник, холодильник или нет? Да ладно. Холодильник. Небольшой, но холодильник. Ой, верхний спальник тоже, посмотри какой. Больше, чем нижний. Ну, кабина невысокая, есть шахта. МАЗ, это вообще А я- бомба. Головой достаю. А здесь автомат, и все, нету больше. Ну, друзья, есть куда стремиться, есть куда расти. Но уже лучше, чем то, что мы видели 4 года назад. А здесь, что здесь у них стоит, интересно? Тоже датчик? Лидары. Система поддержания полосы. Все как современно. Все как у китайцев. Не как в современных, все как у китайцев. Слушай, у китайцев, так и как и у европейцев, как у всего мира, в принципе. Так, опять я не могу найти ручку. Она как и у всех сзади. И Почему там, она как сзади? всегда. Я не понимаю. Потому что это МАЗ. Зато только я нажал на ручку, дверь сама начала открываться. Это ничего страшного. Ручку. Поменяли наконец-то ручку. Да. Нового образца. Что-то я не понял. Ага. Слушай, Валдай, но это же фотон. Трахон и камень. Подожди, ну это этот. Ауман, фотон. Валдай. Это то, что вот Андрей Юрьевич говорил. Просто значок поменяли его. И всё. Просто сменили значок. Ну-ка, интересно, по салону они будут отличаться? Сушеный. Не, ну может и отличается, потому что у них... Ну, ладно. Ой, это что за самолет там? А? Что это за самолет? Валдай. А, это тоже для ралли какой-то или что? Да, Дакаровский. Мотор 16-литровый. Посмотри, где он стоит. Просто он не влез туда. У них есть там такая категория мелких этих машин? Какая-то категория, это просто как аэролиния. Ты ж ничего на нем не перевезет. Нет, так я же говорю, что на ралли есть такая категория таких мелких машин, видишь? Обратите внимание, у всех функционал плюс-минус тот же самый. Друзья, на самом деле тяжеловато вот это вот все. Голова начинает болеть, да, когда ты столько этих машин смотришь примерно одинаково. Да? Основные отличия у них, по-моему, это у кого 3 оси, у кого 2 оси. У кого 4 оси. Варианты моторов тоже весьма ограниченные. Вичай, Каменс. Коробка в основном практически. В большинстве стоит Траксон. Ну что, скоро ждем на ремонт все эти автомобили, да? Диагностику и, в принципе, основные моменты можно делать. Ничего криминального и сверхъестественного там нет. Вот еще аппарат. На дачу можно брать. Мазман.
Городской вариант. В целом, друзья, вот такая выставка. Походили вместе с вами, показали, сами посмотрели. Спасибо, кто был с нами, кто посмотрел, кто комментировал, кто поставил класс. Отдельное спасибо, это, конечно же, подписчикам нашего канала. И до новых встреч. Работаем дальше. Пока-пока. Мы погнали.